Манду – корейские пельмени. Сегодня готовим с вами манду. Манду – это пельмени по-корейски с кимчи и с тофу. Итак, ознакомьтесь с ингредиентами, и мы приступаем. Сначала заготовим тесто для самих пельменей. Нам понадобится 500 грамм муки. И, конечно же, нам понадобится вода. Мы набираем 500 грамм муки, насыпаем их в глубокую форму, чтобы было удобно мешать, и 250 миллилитров горячей воды. Почему горячей? Потому что мы будем наши пельмени пропаривать. В ней, в этой горячей воде, мы разбавляем соль, 1/3 столовой ложки, и потихоньку добавляем в муку. Именно потихоньку и одновременно помешивая. Для пельменей, которые будут делаться на пару, нужно именно добавлять горячую воду. Для любых других, для жареных или вареных, можно холодную. Итак, добавляем воду и продолжаем помешивать. Сначала ложкой распределяя воду в муке, а затем переходим на руки. Помешиваем, точнее перемешиваем, одновременно массируем, массажируя наше тесто. Делаем это легко и мягко. Так как тесто зависит от качества муки и от жесткости воды, то очень трудно заранее угадать нужные пропорции. Нам пришлось несколько раз добавить немного муки, чтобы тесто не было таким липким. Вы тоже можете с этим столкнуться. Да, в принципе, это всегда так. Продолжаем мешать наше тесто, уже его перемешивая с нажимом, то есть замешивая его, мешая и надавливая, мешая и надавливая. Затем это тесто мы должны поместить на 12 часов в холодильник. Для этого мы берем пластиковый пакет, он не обязательно должен быть герметически завязан. Если там будет воздух, это не страшно, и на 12 часов кладем в холодильник, но не в морозильник. И в это время мы приготавливаем начинку. Нам понадобится капуста, обычная наша белокочанная капуста, 100 грамм. Ее мы нарезаем сначала вдоль, а потом поперек. Конечно, куски должны быть мелкие, но не очень. И также 3 крупные головки от зеленого лука, те его белые кончики. Их мы должны разрезать вдоль и поперек, так чтобы они были поделены на 4 части, а затем мелко нарезать, нашинковать. Также для начинки нам потребуется зеленый лук. Зеленого лука достаточно много, 1 большой пучок. Его мы нарезаем мелкими колечками. И нам потребуется 3 гриба. Лучше, конечно, если это будут шампиньоны, но если не шампиньоны, тоже не беда. Грибы мы нарезаем достаточно мелко, сначала соломкой, а потом на мелкие кубики. Далее немного имбиря. Имбирь нам нужно будет измельчить. Мы это делаем ножом. Почему? Потому что наш блендер не мог перемолоть малое количество. Если ваш блендер может перемалывать малое количество, то тогда лучше воспользуйтесь блендером. Если же нет блендера, то тогда просто ножом. И тофу, соевый творог, с приготовлением которого мы уже знакомы, и есть у нас даже видео, как его готовить. Итак, тофу. Мы его измельчаем ножом. Оно очень-очень мягкое, поэтому мы просто его прессуем и разминаем. Тофу нам нужно 300 грамм. Итак, разминаем и пока что откладываем. Также кимчи 200 грамм. Кимчи нужно будет нарезать достаточно мелко, поэтому сначала мы его продольно нарезаем, а затем начинаем резать поперек. Проделаем эту процедуру несколько раз.
Так же, как мы поступали с имбирем, когда его измельчали. Кимчи тоже надо измельчить на достаточно маленькие кусочки. И как только мы это сделали, тогда мы откладываем кимчи и беремся опять за тофу. Нам понадобится марля. Все наше прежде раздавленное кимчи мы загружаем в марлю. И будем наше кимчи отжимать, извлекая из него всю имеющуюся в нем влагу. Можете взять для этого, например, ложку. Так будет легче, так вам будет легче выдавливать воду. Пресс будет гораздо сильнее. Но смотрите, чтобы марля не лопнула, а кимчи не начало, прошу прощения, не кимчи, а тофу, о кимчи мы поговорим позже, не начало продавливаться сквозь марлю. Вот здесь вы видите жидкость, которая вышла, а тофу стал тверже, и его мы уже откладываем для того, чтобы заполнять в начинку. Теперь беремся за кимчи и повторяем с ним всю ту же самую процедуру, которую мы проделали с вами с тофу. А именно загружаем в марлю и начинаем точно так же выдавливать из кимчи лишнюю воду. Весь сок кимчи, который накопился в капусте, пока она мариновалась. Опять же можете взять для этого ложку и работать, соответственно, рукой, прессовать. Теперь вся вода из кимчи удалена, и наше кимчи стало достаточно сухим. Все это нужно для того, чтобы в пельменях не было лишней влаги, не было воды. Теперь фарш говяжий 250 грамм и свиной 350 грамм. Если вы хотите сделать пельмени больше или меньше, то имейте в виду, что говяжьего фарша всегда должно быть на 100 грамм меньше, чем свиного. Хорошенько их перемешиваем. Мешая, одновременно нажимаем и прессуем. Затем добавляем молотый чеснок 3 столовые ложки. Если любите поострее, добавьте еще 1 ложку. Молотый имбирь 1,5 столовой ложки, который мы заготовили с вами прежде. Соль 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка и молотый черный перец 1 столовая ложка. Соевый соус мы добавляем в объеме 2 столовых ложек. Также устричный соус 1 столовая ложка. Если этого ингредиента у вас нету, то можете его не использовать. Это не обязательный ингредиент. Кунжутное масло 5 столовых ложек и можно даже чуть больше, 6 или 7. Вот это обязательный ингредиент для корейских пельменей. И чем вы его больше положите, тем он будет вкуснее. Добавляем 5 столовых ложек. И все хорошенько перемешиваем. Перемешиваем так же, как я говорила прежде. Когда перемешиваем, то одновременно прессуем, нажимая на всю массу. В конце начинаем перемешивать только в одном направлении. Теперь добавляем прежде заготовленное отжатое кимчи, зеленый лук, прежде мелко нами нарезанный, вместе с белыми головками, и тофу. Теперь нам нужно будет прежде нарезанную нами капусту и грибы пожарить. Для чего? Для того, чтобы извлечь из них имеющуюся влагу. Наливаем растительное масло на разогретую сковороду и начинаем пассеровать наши овощи. Пассеруем на среднем огне около 3 минут. Пока вся вода не видит, вы увидите это в виде пара. И когда это мы сделали, то добавляем 2 яйца в нашу уже имеющуюся прежде заготовленную массу и перемешиваем хорошенько. Сначала нажимая, как я говорила прежде, а затем мешая под конец уже в одном направлении. За это время грибы и капуста немного подостыли, и теперь мы можем заложить их в нашу начинку. Их лучше закладывать теплыми, если прямо сейчас собираетесь готовить. А если же вы собираетесь готовить немного позже, не прямо сейчас, то лучше дать сначала этим ингредиентам остыть, а потом загрузить в начинку, чтобы пельмени потом не
испортились быстро. Итак, мешаем, нажимая, а под конец уже начинаем помешивать только в одном направлении. Итак, наша начинка готова. Теперь приступаем уже к самим пельмешкам. Достаем после 12 часов прежде заготовленное тесто и начинаем над ним работать. Разминаем тесто, немного его сверху, присыпав мукой, чтобы оно не прилипало к нашим рукам. Хорошенько разминаем тесто и в зависимости от его объема можно сразу все раскатать, а можно поделить на несколько частей и начинаем раскатывать в длинную колбаску, даже скорее сосиску, потому что все-таки оно должно быть недостаточно толстым, а более тонким. Начинаем сначала катать, немного массажируя, а затем уже начинаем активно раскатывать, одновременно толкая тесто в разные стороны, влево и вправо, чтобы оно и утоньшалось, и удлинялось одновременно. Затем нарезаем на кусочки, где-то шириной в палец или около 2 сантиметров. Так мы должны поступить со всем имеющимся у нас тестом. Затем обваляем эти кусочки немного в муке. После этого мы каждый из кусочков, поставив кружочком вверх, придавливаем ладошкой, чтобы получить из них равномерные круги. Это мы делаем для того, чтобы получить равномерный кружок, в который мы будем закладывать начинку и затем придавать ему форму пельмешка. Поступаем так со всеми нашими кусочками, укладывая их по двое друг на друга. Следующая процедура. Берем по 2 кружочка, уложенные друг на друга, и начинаем, прокручивая в одном направлении в одну сторону по кругу, одновременно надавливать на него большими пальчиками. Мы пытаемся создать правильную, красивую круглую форму. Так проделываем со всеми имеющимися у нас кружочками. Теперь берем каждый из кружочков и начинаем его раскатывать. Скакалкой мы поочередно начинаем раскатывать наш кружочек в разные стороны, во все 4 направления. По очереди, прокручивая его и в каждую сторону раскатывая во все 4 направления. Так мы поступаем со всеми имеющимися у нас кружочками. Корейцы никогда не прибегают ни к каким формам. Они все делают вот так вручную и раскатывают до идеальной круглой формы скалкой. Мы же взяли железный кружок для выпечки, который вообще-то нужен для печенек, чтобы делать круглые формы печенькам, и все-таки немного обрезали наши кружочки для идеальной формы. Теперь, получив кружочки из теста, мы начинаем в них закладывать начинку в объеме 1 столовой ложки. Закрываем 1, завертываем 2, прижимаем по обоим краям, окунаем один кончик в воду, любой кончик, и соединяем 2 кончика спереди вместе, нажав. Вот такой идеальный пельмешек. В Корее есть несколько способов, как заворачивать пельмени. Мы выбрали самый простой, самый универсальный и самый часто используемый метод. Итак, посмотрим еще раз. Завернули 1, завернули 2, прижали с обоих сторон, чтобы закрепить. Затем один из краешков, совершенно абсолютно любой, окунаем в воду и соединяем 2 краешка вместе, нажав на них. Вот такой получается пельмешек. И еще раз.
Вот такие красавцы-пельмешки у нас получились. В Корее девушки говорят, что если она слепила красивые пельмешки, то у нее будет хороший красивый муж. А беременным девушкам говорят, что у них родится красивый ребенок. Красивые у нас пельмешки. Теперь закладываем наши пельмени для того, чтобы их пропарить. Мы взяли кастрюлю, залили туда воду, чтобы она не доходила до формы, которая нужна для пропаривания. На эту форму мы положили влажную, промытую в теплой воде марлю. И каждый из пельмешков, прежде чем положить на марлю, которая на форме, мы нижней частью, той частью, которая она будет примыкать к марле, окунули в крахмал. Совершенно абсолютно любой крахмал, картофельный или кукурузный, это не важно. Это нужно для того, чтобы пельмени в процессе пропаривания не прилипли. Так мы поступаем со всеми пельмешками. Укладывайте их лучше на ровную поверхность. Так будет больше вероятность, что они не прилипнут. Уложив все пельмени, мы накроем их крышкой и поставим на сильный огонь на 10 минут пропариваться. Так мы поступим со всеми нашими пельмешками. Вот, прошло 10 минут, и наши пельмени готовы. Очень хорошо пропаренные и очень вкусные, отличаются от всех других мягкостью, благодаря тофу и другим овощам. Теперь осталось только сделать соус. Для этого нам понадобится красный молотый перец 1 столовая ложка, соевый соус в объеме 2 столовых ложек и также уксус 1 столовая ложка. А с оставшегося мяса начинки можно сделать котлетки, окунув в яйцо. Приятного вам аппетита! Oof.